Всем добрый день, с вами Татьяна. Что мы сегодня будем вязать? Сегодня у меня вот такие вот следочки-носочки. Вот такая вот модель, полностью связанная спицами. Хорошо сидят на ножке. 38-40, но они у меня на 39-40 вышли. Значит, на 38, 37, 38 будем по ширине. В процессе вязания сейчас об этом скажу. На 4 петли меньше наберем. У меня на 60 петель я набирала, а вы наберете 56. Опять же, зависит от пряжи. Хорошо они растягиваются. Так вот. Сейчас полностью вам его покажу. Замеряю в сантиметрах. Весь следок у меня в сантиметрах 24 сантиметра вместе с пяткой. Вязать я буду пряжа 3 цвета у меня. Этот узор хорош тем, что можно любые остатки пустить в дело. Я взяла всего лишь 3 цвета. Значит, это турецкий акрил, 100 граммов, 240 метров. Вы можете вязать любой пряжей. Если метраж подойдет близко к моему, то мои расчеты вам подойдут. Для вязания мне понадобится 5 спиц. Я буду вязать номером 2,5. 2 пары спиц у меня, потому что вот этот вот рулик, верхнюю часть, я буду вязать каждый по отдельности, а потом вместе будем соединять. Так, сейчас сразу перехожу к вязанию. Значит, как я буду вязать? Сейчас сразу быстренько пройдусь. На 4 спицы, 5 буду вязать. Набираю сначала белым цветом, провяжу 14 рядов. Все лицевыми петлями по кругу буду вязать. Потом розовым цветом на отдельной паре спиц провязала розовым 10 рядов. Я здесь провязала. Потом 2 вместе вот этих вот детали соединю. Потом сделаю заднюю часть. Вот такой у меня большой в этот раз задник, длинный получился. Соединим пятку. И по кругу буду продолжать вот таким вот узором. Это ленивый жаккард, да? Вот таким вот узором вязать. И мысок вот убавила и закрыла. Так, на изнанке узор довольно-таки плотненький получился. Вот так вот нити перебрасывали. Вот это вот такая изнанка у нас. Значит, что сейчас сделаем? У меня будет 60 петель, размер 37-38, как я уже сказала, наберите на 4 петли меньше, 56 пусть будет. И как раз потом для узора это подойдет. Что еще, что еще? И по длине, сейчас сразу забегу наперед, скажу. Также будем здесь провязывать 1, 2, 3, 4, да, на 4 ряда меньше, это будет чуть больше сантиметра. Так, вот так вот. Но опять же я буду вязать и длину замерять. Теперь набираю сразу на 4 спицы петли, 60 петель плюс 1 петля лишняя для соединения, замыкания в круг, да. Так. Значит, на одну спицу, на первую наберу 16, далее на остальные спицы я буду набирать по 15 петель. 1, 2, обычным способом набираю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 набрала на эту спицу. На вторую набираю 15. Подтянула. Раз, два, 3, 4, 5. И так на каждую спицу по 15 петель набираем. Так, набрала я 60 плюс 1. Теперь замыкаю это в круг. Сейчас вот эту вот первую петлю мы ее протянем, последняя, и получается вот так вот. Последнюю петлю набрасываю на первую петлю начального ряда. Вот не набросила, она у меня слетела. Вот так вот. Все. Замкнули. И теперь далее на 60 петлях я продолжаю вязать, как я уже сказала. Если размер 37-38, пусть у вас будет 56. Далее все вяжу по кругу лицевыми петлями. Кто вяжет классическими, вяжите классическими. Я вяжу вот, как всегда, за переднюю стенку я вяжу.
по кругу. Кто бабушкиными, кто классическими, в общем. Все, значит, сейчас я провяжусь так белым цветом 14 рядов. Потом на вторую пару спиц наберу такое же количество петель и провяжу 10 рядов. А потом это все соединим. Опять же, можно этот рулик-калачик сделать немножечко потоньше или немножечко потолще, как у вас там пряжа будет выглядеть, поэтому количество рядов может быть или меньше, или больше. Так, вот такая-то, что здесь мне попалась. Значит, провяжу сейчас 14 рядов, к вам вернусь. Так, провязала один рулик и второй розовый. Теперь эти две детали я соединяю. Значит, на первом белом у меня было 14 петель, на втором 10. Белый я под низ завела. Так, сейчас начало на начало здесь ложим. И соединять я буду провязывать основным цветом. Так, подвязала вот основной цвет. Голубым я буду соединять. Сложили это. И сразу по 2 петли я провязываю лицевыми. Провязали 2. Сняли со спицы. Далее опять следующие 2. Одна розовая, одна белая. Провязала. Сняла. Опять 2 петли вместе. Провязала, сняла. И так соединю все петли. Вот аккуратно, чтобы они вот так вот не слетели, как у меня. Продолжаю соединять. 2 петли вместе провязала. Одна розовая, одна белая. Провязали, сняли со спицы. Так, соединяем все петли. Так, соединила все петли. Так, белая с розовым пусть пока повисят у нас. Далее я буду вязать заднюю часть основным цветом. Так, теперь что нам нужно сделать? Смотрите, сейчас я буду вязать вот этот вот стенку, пятки, да, потом закроем пятку. У меня будет 48 петель. Сейчас давайте это на бумаге расскажу. Сейчас распределим петли. Значит, 48 петель я возьму на стенку пятки. Впереди, по переду, я сейчас оставлю 12 петель. Когда я провяжу всю пятку, потом будем вязать по кругу, и мы эти 12 петель поднимем. Сейчас у меня 48 петель. Вот это вот задняя часть, 48. Высоту я провяжу по дужкам крайним я посчитала, 16 полных рядов получилось. Далее я буду соединять подошву. На подошву я тоже взяла 16 петель. Соединим вот эти вот части, подошву соединили. В итоге что у нас выходит? 16 петель осталось по подошве. Поднимаем по краю петли плюс 16. И здесь плюс 16, 30, 6, 3, 18, 48. Добавляем впереди, которые у нас остаются, 12. И выхожу я опять на 60 петель, которые у меня были в начале. Вот такой вот у меня расчет. Значит, я буду вот таким вот узором вязать. Он объемный, на видео не очень может быть видно. Узор, как я его называю, клеточка. Вы можете вязать и платочной вязкой, и укрепленной вязкой. Это уже по вашему желанию. Я показываю, как я вяжу. Значит, сейчас... Это вот тут я остановилась. Задние 2 спицы. Теперь 12 петель я беру на отдельную спицу, а на 48 я буду вязать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно взять круговые спицы, 6 взяла и 6 с этой спицы перекину. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Все, так можно на булавку. Это у нас центральная часть, мы ее не трогаем, она у нас в ожидании, пока мы довяжем пятку. Теперь вот у нас осталось, смотрите, здесь, что у меня здесь 4 спицы. Теперь 48 петель на вот этих вот спицах. Сейчас я довяжу вот этот вот ряд до конца лицевыми и обратно вернусь опять лицевыми и уже начну вязать узор по пятке. Так, провязываю. Провязываю петли до конца, до средних этих 12 петель. Провязываю все лицевыми. Так, провязала 48 петель, просчитала. Все, 12 остаются. Я перешла вот на 3 спицы, потому что на 2 спицах здесь тяжело развернуться. Теперь изнаночная сторона. Провязываю эти 48 петель. Все, первый ряд провяжу все лицевыми. А далее, как я уже говорила, буду вязать узором. Или же можно продолжать вязать платочной вязкой. Кому как проще. Как проще. Так, провязываю всю изнаночную сторону. Довязала ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. Значит, так, что у меня здесь? Вот 3 спицы. Впереди 12 петель. 3 спицы, 48 петель. И я вяжу заднюю часть слитка. Заднюю стенку. Так, узором вяжу. Первый ряд узора. Первую кромочную снимаю. Далее одну петлю снимаю, не провязывая. 2 лицевых. Одну снимаю, не провязывая. 2 лицевых. Одну сняла, нить за работой, не провязывая. 2 петли провязала лицевой. И так до конца ряда. Одну петлю снимаю, нить за работой. 2 петли провязываю лицевой. Провязали 2 лицевых, одну сняли. 2 лицевых, одну сняли. Провязываем ряд до конца. Довязываю ряд до конца. Одну сняла, 2 лицевых. И в конце у меня опять одна снятая. И кромочную я провяжу лицевой. Перешли на изнаночную сторону. Второй ряд по изнаночной стороне. Кромочную снимаем и все петли провязываем изнаночными. Полностью все петли вяжу изнаночными. Провязываем до конца. Довязали ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. Третий ряд узора, лицевая сторона. И мы его вяжем, как вязали первый ряд. То есть кромочную снимаем. Первая у нас, мы ее снимаем, не провязывая. Далее 2 петли лицевых. Одну петлю сняли, не провязывая. Опять повтор. 2 петли лицевых. Одну петлю снимаю, не провязывая. И так до конца ряда. 2 петли лицевой провязали. Одну сняли, не провязывая, нить за работой. 2 лицевых. Одну снимаем, не провязывая. Довязываем ряд до конца. Довязываю ряд до конца, третий ряд. В конце ряда у меня 2 лицевых. И одну я сняла, и кромочную провязала лицевой. Теперь последний ряд, четвертый ряд, всего лишь 4 ряда. Изнаночная сторона, первую кромочную снимаю. Далее снятые петли, вот она снятая петля у нас первая, провязываю изнаночными. Между двумя снятыми у нас 2 изнаночных. Мы их провязываем лицевыми. То есть 1 изнаночная, 2 лицевых. Опять у нас снятая петля, провязали ее изнаночной. Далее 2 лицевых. Снятая петля, провязали изнаночной и 2 лицевых. Так довязываем ряд до конца. И потом у нас будет повтор с первого ряда. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Снятую провязали изнаночной. Далее 2 лицевых. И опять снятая петля провязывается изнаночной.
Довязали ряд до конца, перешли на лицевую сторону. Далее у нас идет повтор. Сначала с первого ряда вяжем кромочную, снимаем первую петлю, я снимаю не провязывая. Далее у нас идет 2 лицевых петли, провязываем. Опять петлю сняли, не провязывая, вяжем первый ряд. Теперь 2 лицевых, 1 сняли. 4 ряда с вами провязала, повторяем с первого ряда. 1 сняли, 2 лицевых провязали, 1 сняли, 2 лицевых провязали. Ой, ну да, 1 сняли, 2 лицевых провязали. 2 лицевых провязала, 1 снимаю, первый ряд узора. Все, довязываем до конца. По изнаночной стороне мы возвращаемся изнаночными петлями. Третий ряд у нас вяжется как первый, и четвертый только что с вами провязывала минуту назад. Значит, сейчас я таким узором провяжу высоту 16 дужек у меня будет, подушкам посчитала, то есть 16 полных рядов. К вам вернусь, будем закрывать пятку. Так, вот такая вот задняя часть. 12 петель у нас впереди нас ожидают. Потом вот эти вот ниточки вытащим. Вот смотрите, можно это будет прикрепить. Вот ролик замотали, его закрутили. Эту ниточку вытащить на изнаночную сторону, протянуть вот сюда. Прикрепить, то есть прихватить вот так, чтобы он не разворачивался здесь. Да, я сейчас сразу скажу, потому что могу забыть. Так, провязываем высоту пятки, стеночку. Провязала я заднюю стенку. Теперь закрываем пятку. Значит, в сантиметрах высота у меня 6,5 сантиметров. Теперь по 16 петель я беру на боковые стороны и 16 у меня посередине. Значит, переношу на спицу 16 петель, провязывать их не буду, просто перебрасываю, ниточку перебрасываю вот так вот через 2 петли. Так, перебросила петли, как видите, совсем это незаметно. Теперь провязываю, продолжаю вязать узором, провязываю 16 петель и буду кромочные петли соединять с петлями с боковой спицы. Так, первую здесь продолжаю вязать по узору. Первую провязала лицевой. Далее вяжу по узору. 2 лицевых у меня идет по узору. Одну снимаю. Провязываю до последней. И последнюю петлю соединяю. Лицевой петлей буду соединять. 2 вместе провязываю. Дошла до конца. Последняя петелька. 2 вместе провязываю лицевой. Соединила. Перешла на изнаночную сторону. Опять петли пятки продолжаю вязать по узору. И последнюю петлю соединяю изнаночной петлей. 2 вместе провяжу. Довязываю ряд до конца. У меня этот узор немножко стягивает петли, поэтому 16 петель широко не выглядит. Вот что еще хотела сказать. Последняя петелька и петелька с боковой спицы. 2 вместе провязали, соединили изнаночные, подтянула, перешли на лицевую сторону, опять вяжем по узору и последние петли соединяем. Соединим все петли до последней. Закрываем пятку. Закрыла все петли по пятке. Наметила сразу середину, потом будем распределять на спицы равномерно, чтобы не пересчитывать, сразу серединку наметила. Теперь по боковой стороне я набираю петли под кромочной. Вот, можно это делать спицей, можно крючком, кому как удобно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, набрала. И здесь вот у нас был один ряд провязанный. Я наберу еще одну петельку, чтобы здесь заодно дырочки не будет. Но в следующем ряду я эту петлю соединю, уберу ее, то есть. Так, набрали. Теперь переходим. Средняя часть, 12 петель у нас оставалась. Провязываем. Здесь плотно подтягиваем. Провязываю лицевыми средние петли. И точно так же наберу на второй стороне. И потом сразу я начну вязать узор вот этот цветной. Так, провязала среднюю часть. Вторая половина. Набираю петли, так отсчитала 16. Вот здесь у меня еще одна будет петелька. Как я сказала, в следующем ряду я ее провяжу, их две вместе соединю. Так, здесь мне спица не очень удобно, поэтому я здесь буду набирать крючком. Вот по две крайние кромочные дужки ввожу крючок, захватила нить, набросила на спицу, набираем петли. Так, все, закончили набор петель. Теперь далее что делаем? Далее я буду вязать узор, спицу свою еще, думаю, где я ее дела. Значит, вот таким вот узором я буду вязать. 3 петли и 1 снятая, 3 петли и 1 снятая. Я здесь нитки обрезала, подвязала, потому что сильно далеко, много их нужно было перебрасывать через ряды, не стала этого делать. Так, начало ряда здесь. Сейчас я провяжу пару рядов, потом распределю уже петли на 4 спицы, по 15 петель распределю. Так, середина, это у меня по подошве здесь остается. Пусть этот маркер висит у нас. Поехали. Первый ряд узора. Узор состоит из 2 рядов, потом идет повтор, только в шахматном порядке. Значит, вяжем, провязываем 3 петли лицевых. Так, здесь петли перекрученные были. Одну петлю снимаю, не провязывая. Опять 3 петли лицевых. Одну снимаю, не провязывая. И так провяжу полностью все 4 спицы, весь круговой этот ряд. 1, 2, 3 белым провязала лицевыми. Одну петлю сняла. Провязываем. 3, одну сняла, полностью ряд до конца. Продолжаю вязать узоры. Здесь у меня одна была лишняя петля, я добирала. И говорила, что я ее закрою. Вот она. Сейчас я ее провяжу 2 вместе. Вот эту петельку 17-ю я убавлю. Так, продолжаю здесь вязать узор. И эту петлю убавила и ввела сразу в узор. Вот так вот. Продолжаю вязать. Все, здесь одну убавила, также убавлю на той стороне. 3 белым лицевых. Одну сняли, не провязывая. Идем в начало ряда. Довязываю последнюю спицу. 1, 2, 3. И в конце ряда у меня 3 белых. И последняя петля снята. И вот у нас начало ряда идет. Узор продолжается. Все, вот на 60 петель. Если набирали 56 петель, на 4 петли меньше. То есть, вот смотрите, у вас узор тоже будет совпадать. 4 петли убавили, узор кратный 4. И вот будет заканчиваться на 3 белых и начинаться с 1 снятой. Мы провязали сейчас первый ряд. Теперь второй ряд. Как я уже говорила, всего лишь 2 ряда. Опять продолжаем вязать по кругу. Теперь мы провязываем 3 изнаночных белым цветом. И снятую петлю также переснимаем, не провязывая. 3 изнаночных белым провязали. Снятую петлю пересняли. Провязываем полностью весь ряд. Провязала ряд до конца. Пришла в начало ряда опять. Теперь следующий ряд. Каждые 2 ряда я меняю цвет.
Вот у меня был голубой, белый, розовый. И опять повтор. Голубой, белый, розовый. Так, сейчас будем вязать в шахматном порядке. То есть вот над снятой петлей, вот 3 петли, мы теперь будем провязывать 3 розовым и среднюю, вот эту вот белую среднюю снимать. Давайте сейчас сразу, прежде чем начать новый ряд, спицы перенесем. Вот у нас по пятке середина, по 8 петель у меня. У меня на каждой спице будет по 15 петель. Значит, здесь у меня сейчас вот 8, да? Давайте сейчас я сразу 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь 15 на этой спице должно быть 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот смотрите, у тебя было 12 петель середина, вот они 6 остались у нас, да? Все правильно. Теперь переносим эти 6 петель и отсчитываем необходимое количество: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все. Разобрались со спицами. И теперь вот эти вот у нас остались. Так, 3, 4, 8. И здесь сколько? Переносим их сюда. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ой, а что ж я сделала? Смотрите, должна была на отдельную спицу перенести. Вот, делим на 2 части, чтобы на 4 спицы было. Так, теперь вот эти вот петли переброшу сейчас на эту спицу. Я не в ту сторону пошла. Значит, сейчас сразу провяжем узор. И вот эти вот петли перебросим. У нас будет на каждой спице 15. Последнюю спицу не туда засунула. Давайте сейчас сразу довяжем вот эту вот часть, боковую сторону мы провязали. Теперь вяжем. Далее новый цвет подключили. Вяжем в шахматном порядке. Первые 2 теперь я провязываю розовым цветом. 2 петли. Нет, одну провязала розовым. Среднюю белую я снимаю, не провязывая. И следующих 3 петли я провязываю лицевыми розовым. Вот так вот. Опять одну петлю снимаем. 3 петли розовым. 1, 2. Все, здесь у меня 15 петель. Я беру вторую спицу. 3 лицевых розовым провязала. Одну белую петлю среднюю сняла. И опять 3 петли розовых. Провязываем 1, 2, 3. Опять одну петельку снимаю, не провязывая. 3 петли провязываю розовым. 1, 2, 3. Одну сняла, 3 провязала. 1, 2, 3. 3 лицевых розовым в шахматном порядке провязали. Еще не очень понятно. Одну сняла. Опять 3 розовым. 1. Это у меня кот гоняет на заднем фоне. Грохот стоит, бегает по голове у меня, поэтому он меня сбивает. Концентрацию мне внимание портит. Вяжем дальше. 1, 2, 3 петли лицевых розовым. Одну белую сняли. Опять провязываем 3 петли розовым. Одну белую сняли. Так провяжем все 4 спицы. Одну сняли. Так, провязываем. Так, довязываю я ряд до конца. И в конце у меня вот что здесь осталось. 2 петли. 2 петли у меня осталось розовых. И одна у меня была в начале ряда. Здесь у меня сейчас будет второй ряд начинаться. Поэтому, чтобы здесь не запутаться, можно набрасывать маркер. Вот начало ряда, где у нас
меняется узор. Теперь второй ряд мы вяжем лицевые петли, провязываем розовые изнаночными. Снятую петлю белую мы также переснимаем, не провязывая. Далее опять у нас идет 3 розовых лицевые, которые были, мы их провязываем изнаночными. 3 изнаночных провязываем. Белую петлю снятую переснимаем, не провязывая. Опять 3 петли розовых провязали изнаночными. Одну белую снятую переснимаю, не провязывая. 3 петли изнаночных, снятую петлю пересняли. Так провязываем все 4 спицы. Ой, господи, хорошо. Заканчиваю ряд, довязала ряд до конца, второй ряд. Все, в конце у меня 2 изнаночных, провязали. Начало ряда теперь опять меняю цвет. Значит, я вяжу 3 цветами. Вот смотрите, у нас розовый, белый, второй идет, и голубой. Поднимаем самый нижний, голубой подняли. Все по очереди поднимаем друг за другом. Когда придет у нас белый ряд, поднимаем белым. И получится аккуратненько, красивое будет переплетение. Так, опять повтор у нас теперь с первого ряда. Всего у нас 2 ряда узора. Поехали. Меняем цвет. Голубой, белый, розовый. И друг за другом провяжем. Можете любые цвета ставить. Можете и 5 цветов поставить здесь. Поэтому это уже вот... Повтор с первого ряда, начало ряда, первые 3 петли провязываем лицевыми, голубыми провязываю 1, 2, 3, провязали, одну петлю снимаем, не провязывая, опять вяжем в шахматном порядке все, 3 петли голубых, одну сняли, не провязывая. И так до конца ряда. 1, 2, 3 петли голубым провязали контрастным, одну петельку сняли. Провязываем весь ряд до конца. Это первый ряд, повтор у нас. Так, довязываю ряд до конца, в конце ряда опять 1, 2, 3. Это первый ряд у меня, повтор узора. Все, одна петля снятая в конце. Переходим в новый ряд. Продолжаем. Мы первый провязали. Теперь голубым цветом второй ряд, последний. Теперь 3 лицевых петли мы провязываем изнаночными. Еще раз повторю. И снятую петлю мы снимаем, не провязывая. 1, 2, 3 провязали изнаночными. Далее у нас идет розовая снятая петля, мы ее пересняли. И так весь ряд до конца. 3 петли голубым провязала изнаночными, розовую снятую петлю пересняла. Вяжите плотно, сильно эти петли не вытягивайте. 3 изнаночные голубых, одну розовую снятую переснимаем, не провязывая. Заканчиваем ряд. Довязали ряд до конца, второй ряд закончили. Теперь у нас опять идет повтор и смена цвета. Теперь ставлю белый цвет, поднимаю, то есть белую нить. Эти нити вот перебросила сюда, подтянула это все. Я когда вяжу, нить веду в одном направлении, все время перебрасываю, поэтому вот получается ровненько. Так, далее вяжем с первого ряда в шахматном порядке. 3 петли вот у нас над розовой снятой, у нас 3 петли будет белым. Перед ним одна снятая. И что получается в начале ряда? Одну петлю мы провязываем лицевой. Провязали одну петлю. Далее одну мы снимаем, не провязывая. Далее у нас идет 3 петли лицевых. Это первый ряд. Следующий ряд мы это будем привязывать изнаночными. Продолжаем вязать в шахматном порядке. Одну петлю сняли, нить заработает. 3 петли белым лицевыми провязали. 1, 2, 3. Одну петлю сняли, не провязывая голубую. 1, 2, 3 петли провязала белым цветом.
одну голубую петлю, сняла, не провязывая. Так, провязываем первый ряд, второй и опять повторяем. Все, далее у нас все идет повтор. Значит, сколько я так всего провяжу? Сейчас я вам скажу. Так, все, показала вам 4 ряда. Значит, провяжем сейчас длину вот до убавок на пальчике, до мизинца. В сантиметрах ориентировочно это все индивидуально. 10 сантиметров у меня будет. Ну, довяжу еще раз, померяю. Значит, в сантиметрах 10. А вот смотрите, я посчитала по узорам, буду так вот говорить. Вот белый, розовый, голубой, белый, розовый, голубой. 34 узора у меня получилось. На 39 размер, да, так вот скажу. 34, значит, 37, 38 убавляем, значит, 1, 2, 3, 4. Вот на 4, 30 рядов туда провязать, 30 узоров, то есть вот так вот. Так, сколько в сантиметрах будет у меня 4 ряда? Чуть больше сантиметра, 4 ряда, где-то 1,5 получается, да, где-то 1,5 сантиметра. Вот, значит, по длине до убавок на пальчике. 1, 2, 3, 4. Достаточно, я думаю, будет. Угу. Вот так вот. Довяжем сейчас вот этим вот узором до убавок. Я к вам вернусь. Сделаем обычным способом эти убавки. И все. Там я закрою носок. Мысок, то есть. Так, провязываем нужную нам длину. Я к вам вернусь. Закончила я вязать узор. Довязала до мизинца. Теперь дальше что я делаю? Буду делать убавки по мысу. Вот на пальчике все. После узора я провязала еще один ряд лицевыми петлями основным цветом. Я вам в готовом виде замеряла вот эту вот часть. Она была 10 сантиметров, насколько я помню. Ну вот 10,5, да? Как это я замеряла? 10,5 и 10 замеряла, почти 11. Еще раз замеряю. Ну да, вот 11 сантиметров. А вчера 10 замеряла. Так, теперь далее что мы делаем? Ширину. Давайте еще ширину померяю. Ширину у нас вот почти 10, да? Так, провязала я один ряд. 34 раза узор у меня был на 39. Если вы вязали 37-38, у вас по длине будет меньше на 1,5 сантиметра. Сантиметр-1,5. Теперь один ряд провязала. Задняя часть делаю убавки. Убавки буду делать через ряд. Сначала буду делать через ряд, а потом в конце буду делать в каждом ряду. Так, теперь вяжем. Вяжу лицевыми петлями мысок, не довязывая 3 петель, сделаю убавку. У меня по 15 петель на спице, еще раз повторю, было 60 петель. Убавки делаю обычным способом. 2 петли провязываю вместе. Осталось 3. 2 петли провязываю вместе с наклоном вправо. И последняя провязала лицевой. Первую убавку сделала. Теперь перешла на переднюю часть. В начале ряда делаю убавку и в конце ряда делаю убавку. Первую петлю я провязываю. Следующие 2 провязываю вместе. Оттянула. Все. Далее провязываю обе спицы лицевыми петлями. И на второй спице, не довязывая 3 петель, сделаю опять убавку. Так, довязала до конца. Осталось 3 петли. Опять 2 петли провязываю вместе. Убавила 1 петлю. Последнюю провязала лицевой. И последняя убавка у меня в этом ряду. Так, убавила. Следующий ряд я вяжу без убавок по кругу. Все провязываю просто лицевыми. И через ряд получается. Опять потом я буду делать по одной убавке. Так я буду вязать через ряд, убавлять.
пока у меня на спице не останется по 9 петель. На каждой спице будет по 9 петель, и я перейду, буду делать убавки в каждом ряду. В каждом ряду я буду убавлять, убавлю, останется у меня всего 8 петель. Там я к вам вернусь. Значит, сейчас вяжем, делаем убавки через ряд, а потом останется по 9 петель, я буду делать в каждом ряду. Так, провязываем. Здесь у нас убавок нету в этом ряду, а следующий ряд убавляем. Все здесь без убавок. Вяжем мысок. Закончила я делать убавки. Осталось у меня на каждой спице по 4 петли. Как я уже говорила, с 13 ряда, когда у меня было на спицах по 9 петель, я начала делать убавки в каждом ряду. Значит, сейчас я просто стяну все вот эти вот петли. Можно закрыть трикотажным швом. Это кому как нравится. Значит, все, довязали до конца. Последний шаг. Закрываю петли. Сейчас, что я вам еще хотела замерить. Вот от пятки и до мыса до конца 16,5 сантиметров у меня. И полностью весь следок 24, да, 23,5, 24. Так, теперь нить обрезаю. И крючком протащу проведу через петельки. И через последние две. Так, теперь аккуратненько подтянула, разровняла. И вывожу на изнаночную сторону. Где тут хвостик? Здесь подтянула. Придерживаю. Теперь по изнаночной стороне вот эту вот нить под петельками я заправлю, закреплю. И на этом будет все у меня. По кругу. Аккуратненько. Хвостик потом можно вот этот вот разъединить и подвязать. Вот так вот закрепим хвосты, проведем по кругу нитку. И на этом все. Вот такой вот у меня мыс. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. Всем мира и добра. Пока-пока. До новых встреч.